Всем здорово, народ! Не так давно, а именно 29 декабря, нам выкатили режим арен дуэльного формата, а ниже арены 1 на 1. В принципе, как такой фановый режимчик с максимально быстрым, подбором оппонентов, почему бы и нет, проблем в нем никаких не вижу. Плюс, как дополнительный способ пофармить PvP-шную валюту, у кого, допустим, с этим могли быть проблемы в других режимах, тоже почему бы и нет. Кстати, вот тут уже более-менее важно, победы в режиме 1x1 засчитываются, для квеста торговой лавки, который на победу в аренах, и это прикольно. Сам формат схватки на арене, проходит в плюс-минус базовом сценарии, вы попадаете в лобак, у вас есть возможность быстренько нажать готовность, чтобы не ждать, обратный отсчет, сразу же стартует поединок, побились, помахались, кто-то победил, арена закончилась, разбежались. Здесь по базе. Ну и поскольку режим в плане баланса достаточно специфический, в комментариях уже пошла возня, люди знают, к чему готовиться, люди знают, что грядет. Ну и естественно, мимо данной суеты я пройти не могу, тоже будем с вами врываться. Сегодня посмотрим, опять же, как я играл с ДК, поскольку это мой самый такой прокачанный персонаж, ну и естественно, чтобы соответствовать формату, немножечко будет у нас нетипичный билдачок. Не анхоли ДК, не гибрид ДК, а вот именно блад, который такой полноценный, чистокровный. В общем, сейчас все покажу, сейчас все расскажу. Так что, народ, заваривайте чаек, присаживайтесь поудобнее, погнали смотреть видоус. Итак, давайте немножко разберем для начала, что такое Blood DK, а потом перейдем, соответственно, к аренам. Значит, во-первых, естественно, бегаем с двуручным оружием и чарим его на руну расколотых мечей, чтобы дизарм, когда по нам закидывали, он влился, соответственно, в 2 раза меньше. Для Blood DK это супер критично, если вы бегаете полное время под обезоруживанием, поверьте, это прям вообще не то, что вы хотите, у вас урона сразу нет. Соответственно, захилиться вы, конечно, сможете, но уже не сможете использовать удар смерти, а это прямо серьезная проблемка, поэтому руна расколотых мечей то, что вам надо. В идеале, конечно, иметь 2 двуручки. Одну вы чарите руной павшего рыцаря. Если понимаете, что дизарма у противника нету, то можно бегать с ней. Если понимаете, что против вас, соответственно, разбойник, вар условный, тогда просто надеваете ту двуручку, которая с руной расколотых мечей, и кайфуете. Про какие-то отдельные статы и чарки здесь я рассказывать не буду, поскольку, во-первых, у меня уже гайд есть, где я все это, соответственно, выдал, а во-вторых, у меня данный персонаж по гиру одет на Frost ДК для режима 3x3, поэтому у меня здесь Пенетра присутствует, он в силу в общем, именно по статам данный персонаж именно под Blood ДК не совсем правильно собран, но концепт все равно я вам сейчас покажу. Билдачок, соответственно, таланты. Здесь можно немножко по-разному билдиться. Не брать, допустим, болезнетворность в тройку, как я это делаю, потому что она не всегда работает так, как вам хочется. Можно взять повелителя рун смерти. В принципе, прикольно. Нажимаете удар смерти, у вас ваши руны нечестивости и льда тоже становятся рунами смерти, и потом, допустим, вы можете 6 раз подряд ударить противника ударом в сердце. Это прям огромное число депоса, но, в общем, надо посмотреть, во-первых, на вашем сервере, работает данный талант правильно или не работает, потому что вот на Сирусе, помню, у меня были с ним проблемы. Ну и, во-вторых, просто по геймстайлу. Вам хочется руны смерти себе крафтить, не хочется, тоже нужно определить. Опять же, если мы вспомним, бывает кастомная вариация ветки Блада, когда вот здесь вот нарисованный талант пожинания идет, тогда мы отказываемся от отражения заклинаний, 1 поинт, и в пожинании мы как раз таки засовываем. Но в принципе самые главные основные моменты здесь какие? Во ветке Фроста мы качаем перерождение, позволяет нам фиры диспелить, максимальная вкусняшка, без нее не играбельна, я считаю лично. Еще также достаточно важный пункт, что вы можете в ветке нечестивости взять в тройку талант болезнетворность и иметь шанс, что ваши дотки не задиспелят с первой попытки, иногда помогает. Ну и самое, естественно, важное, отличие Блада от гибрид ДК какого-нибудь, когда вот вы докачиваетесь до нечестивой порчи, ветки анхолика и так далее. То, что здесь, во-первых, у нас используется 17 поинтов именно в ветке Фроста, а во-вторых, то, что мы докачиваем себе Блада до танцующего рунического оружия, сопутствующие все таланты вот здесь вот прокачиваем. А это уже совсем другой геймстайл, потому что Blood ДК это именно такой милишник, который через физику бьет, понятное дело, с дотками, но тем не менее, мы не рассчитываем на то, что наши болезни будут дамажить противника, потому что, во-первых, их можно задиспелить, потому что, опять же, когда мы за гибрид ДК бегаем, мы качаем нечестивую порчу, все, наши дотки задиспелить нельзя. Также мы берем себе талант, который нашу силу заклинаний увеличивает за счет силы атаки, а здесь прям вот все на физику заточено, что вы в упор подошли и лицо противнику сломали. У вас дамажная кнопка — это удар в сердце, у вас есть танцующее руническое оружие, как бёрст. В общем, совсем другой геймстайл, сейчас немножко про него попозже расскажу. Перед этим осмотрим символы, соответственно. 3 больших символа всегда используются. Символ удара смерти, прям вот 100% в базе берем. Также берем символ на танцующее руническое оружие, это 2-й, 100% всегда. А вот 3-й символ, лично я взял символ антимагического панциря, потому что достаточно приятно именно в режиме 1x1 с ним бегать. Позволяет вам дольше, соответственно, кайтить или впитывать депос магический, или эффекты не ловить от кастеров всевозможных, и от паладинов тоже помогает. Паладины вообще это отдельная история, потому что протика встретил в 1x1, все, проиграл.
Но если у вас есть данный символ, все-таки там с каким-нибудь ретриком будет попроще, соответственно, сражаться приятно. Если вам символ антимагического панциря не нравится, третьим большим символом берите символ на удар в сердце, который добавляет вам замедление еще после того, как вы вот этой вот штучкой кого-то тыкаете. По малым символам тоже немножечко сейчас пройдусь. Обязательно берем себе символ кровотода, чтобы не дамажить самого себя. Второй символ малый обязательный — это символ объятий смерти. Он почему-то здесь не отрисовывается, вот, символ объятий смерти, да, который позволяет вам, соответственно, когда вы сами себя хилите, да, вот вы нажали перерождение и нажимаете в себя кайлы. Он будет уже стоить не 40 сил рун, а 20. Он будет вам регенить сил рун. Соответственно, вы больше сможете самого себя прохилить. Это прям приятно. Третий малый символ, берите какой хотите, можете вообще не брать. Для удобства я беру себе символ воскрешения мертвых, и в принципе нормально. Итак, по геймплею, если кратко. Бегаем во власти нечестивости, если хотим дамажить, если хотим сейвить себе хпшку, кайтить, меньше депоса получать, естественно, власть льда просто кликаем. По противнику, как мы дамажим? В идеале, естественно, мы накидываем две различные дотки, там, допустим, озноб и кровавую чуму, да, и под этими дотками уже самая наша больная кнопка — это удар в сердце, который носит очень много депоса, соответственно, как вы можете видеть, и тратит на это одну руну крови. Если надо похилиться, используем удар смерти. Похилились, там, допустим, дотки на противнике закончились, обновляете их еще раз. Это все понятно, это по базе. Мы, соответственно, не используем удар кровавый, вот этот, который тоже стоит одну руну крови, но дамажит гораздо меньше, чем удар в сердце, поэтому все, забыли. Просто с панельки себе вот эту вот кнопку убрали. Наша бурстовая, в принципе, ротация, вот когда вы хотите максимальный депос по противнику выдать, что вы делаете? Вы можете прожать истерию, заранее там накопить немножко сил рун, чтобы сразу призвать танцующее руническое оружие, и когда вы призываете танцующее руническое оружие, дополнительные дотки накладываются на противника, соответственно, будет больше депоса. И если даже у противника есть диспел, вы накидываете под ваш бёрст удушение, чтобы он не мог этим пользоваться. Ну, соответственно, мы нажимаем истерию, нажимаем танцующее руническое оружие. Когда я нажимаю, допустим, видишь, оковы, две дотки дополнительные появляются. Нажимаю удар в сердце, все, вот он гниет. Туда же клацаю удушение и пошел его долбить. Удар сердца, допустим, удар смерти, потом усиление рунического оружия и еще раз те же самые кнопки. Самая большая, ну, такая одна из самых основных проблем Blood.dk — это то, что нам особо некуда сливать силу рун. Единственное, что мы можем сделать, это ликом смерти подамажить, но учитывая, что у нас ни талантов нету, которые, да, силу заклинаний повышает. В общем, мы с кайла практически ничего не наносим противнику, депос реально смешной. Поэтому, конечно, если у вас больше ничего нету и просто простаивает ротация, да, кайлы нажимаем, но в целом особо мы на них внимания не обращаем. Гораздо полезнее будет силу рун потратить именно на самохил. То есть, допустим, мы, опять же, там просто сражаемся с противником, понимаем, что он нас пробивает, нажимаем перерождение и сами в себя как бы начинаем кидать кайлы. И вот это уже будет полезнее. Ну, потому что они, опять же, стоят дешевле, вы как бы тратите 20 сил рун на один койл. Вы тратите 40, но вам 20 восстанавливается, поэтому считайте сами дальше, понятно, да? Основное преимущество Блада по сравнению вообще с другим любым, в принципе, ДКшником — это огромный самозахил. И вампиризм, и самозахил, и, в общем, сейчас все расскажу. У нас есть кровь вампира. Нажимаете кнопку, гораздо больше хилитесь. У нас есть кровавая метка. Можете кинуть в противника, но если есть диспеллер, это, кстати, дотка снимается. Поэтому выгоднее, допустим, когда вы против какого-нибудь ШПшника играете, кидать кровавую метку не в него, а в его питомца, вот этого Геннадия там, или как он его, исчадие тьмы, короче, когда он его призывает, кидаете в исчадие тьмы кровавую метку, и обычно присты это не отслеживают. Либо накидываете кровавую метку вместе с немотой, чтобы диспел, соответственно, он нажать не смог. Также из самозахила есть захват рун, ну и, естественно, никуда не пропадает наш смертельный союз, когда мы призываем вурдалак и потом его, соответственно, хаваем. Суммарно это все выливается просто в огромнейшие цифры самозахила, учитывая, что у нас же еще и удар смерти есть. Хила действительно много. Если вы еще, соответственно, свапаете себе стойку на власть льда перед этим, ну, у вас как бы суммарно выносливости больше, и именно в цифрах тоже регена будет больше. Думаю, понятно. Соответственно, в бою как это выглядит? Ну, допустим, вы опять же накидываете дотки, главное, чтобы они были на противнике, и начинаете использовать удар смерти, чтобы вампириться. Вот 3700. Нажимаете захват рун, 5000 хпшки себе зарегенили. И это все еще без крови вампира, допустим. Если я кровь вампира нажму, у меня под, опять же, двумя дотками, да, которые на противнике висят, мой удар смерти начинает хилить 5700, кровавый вот этот захват рун еще больше захилит. Допустим, вурдалака призовем. 10 тысяч хпшки захилили. Можем кровавую метку в противника нанести. Соответственно, у нас будет дамажить и при этом тоже лечить нас будет. В общем, супер мощный пацанчик по захилу. Убить
такого блада действительно сложно. Ну и при этом всем, понятное дело, у вас еще есть ваши там сейвы в виде незыблемости, да, в виде антимагического панциря. В общем, да, пробить блада просто точно не получится. Ну, понятное дело, если против вас не протопол-1. Вот самый неприятный, в принципе, да, противник для нас — это протик. Его победить невозможно. В общем, по кнопкам примерно рассказал. Самое главное, не выходите в open field, потому что вас очень легко закайтить, а от вас убежать. А депос вы наносите только в милишке, потому что ваши дотки либо мало дамажат, либо диспелятся. Кайлы очень мало депоса наносят. В общем, только в миле дамаг отсюда вылетает. Все, погнали смотреть арены. Let's go. Итак, понеслась. Первая котеечка, соответственно, 2 недели, даже больше, чуть 2 недели не играл в ШОШ, всеми нами любимый. Поэтому, конечно, да, первые вот такие катки будут максимально непривычные. Знаешь, прям вспоминаю, как вообще существовать, как играть в эту игру. Значит, что у нас случилось? Соответственно, то, про что я вам рассказывал. Блад ДКшник максимально неприятен в том плане, что его дотки диспелятся. И как раз таки прямо сейчас, когда мы играем против Shadow Priest'а, то есть против класса, у которого есть диспел, ну, мы не можем просто, да, накинуть оковы, чтобы заразить ознобом, там, удар чумы нажать. Не, он просто будет диспелить все наши болезни. И это вот самая неприятная вещь. Соответственно, немножечко мы с ним разменялись тычками. После этого я, поскольку у меня закончился антимагический панцирь, решил залосать его, отойти, не упарываться дальше, потому что не хочется ловить фир, не хочется там лишний депос получать, потому что, опять же, да, не было антимагического панциря. Тут я понимаю, что, в принципе, под конец кудешки можно уже на него и выйти, и противник на нас тратит, по сути, все свои основные контролящие кнопки. И можно здесь пробурститься. Немножко неудачно я выдал немоту. Потому что, ну, во-первых, я не рассчитывал на то, что он нажмет тучку. Обычно ты накидываешь немоту сам, и только потом, после этого, противник жмет тучку. Но здесь он зачем-то решил сделать это все заранее. Тренькуем, и здесь уже просто упарываемся в конец. Надо процентчика добивать. Первая котейка, первая победа. Нормально. Итак, пошла возня дальше. Вторая котеечка. Против нас выпустили Николауса. Анхоли ДКшника. Ну, должно быть нормально. Проблем особо возникнуть, я думаю, что да, проблем особо не будет. Первый размен тычками, пошла от него зеленка. Зеленку просто пережидаем, немножечко покайтим. Кнопки в него именно магические не жму. И вот сейчас можно пробурститься. Танцующее ироническое оружие. Из серии удушения, чтобы не съел питомца. Хватит депса, чтобы его пробить. Хватает депса, убиваем Николауса. Третья котеечка, летим дальше. Кстати, тот же самый прист, что и с самой первой игры. Здесь, возможно, не стоило нажимать хватку смерти. Есть как будто бы смысл разогнаться так на коняшке, прыгнуть с моста и сохранить при этом кнопку. Но, в принципе, не так уж критично. Особо здесь ни на что не повлияло. Решил переждать именно его страх, не нажимав перерождение. Класснул зеленку, чтобы депос в себя, соответственно, дополнительно не нажимать. И тратится тучка от вражеского приста. Кстати, кто не знал, если вы нажимаете удар смерти в приста под тучкой, вы все равно захилитесь. Да, урона не будет, но зато захил пройдет. И здесь решил, соответственно, рожать все свои кнопочки. И немота из серии танцующее ироническое оружие. Кстати, истерию не нажал. И совершил ошибку, то, что не заново обновил дотки, но все-таки нормально. Окей, учитывая, что я съедаю питомца, даже не под кровью вампира, посмотрим, насколько высокий захил у нас залетает. И без проблем добиваем приста. Но аренка не заканчивается. Здесь какой-то был странный момент, я не знаю. А если бы я умер от доток, например? Кому вы засчитал победу? Мне или Престу? Пришлось немножко побегать, и уже там спустя секунд, наверное, 40 все-таки дали мне победу. Ну типа ладно, нам победу засчитали, поэтому просто идем дальше. Еще одна котечка, играем против Варыча, соответственно, в Армс, соответственно, специализация, насколько я помню. Вообще, против воинов проблем у ДК не возникает абсолютно никаких, если вы в Вара не упарываетесь. Вообще, в идеале где-нибудь возле пиларчика просто встать, немножечко там подамажить Вара, заразить дотками и просто начать бегать, потому что у Вара возможности для захила нет, а вы, соответственно, спокойно хилитесь. И чем дольше будет бой, тем вам выгоднее, соответственно. Потратил здесь я весь свой хил. И решил, соответственно, под кровавую метку забуриться в Вара. Нажимаю немоту, потому что в этом есть смысл, чтобы он не нажал, соответственно, фир. И вот сейчас, когда все сейв-обилки у Вара прожаты, мне нужно просто его полосать. Надо было гораздо пораньше убежать, потому что пробить Вара под сейвами практически невозможно, соответственно. Здесь уже, видишь, почти проиграл. Почти проиграл, потому что слишком сильно упоролся. Если бы я лоснул с самого начала, проблем с Варом вообще никаких бы не было.
Еще одна каточка, народ, показываю вам, насколько просто бесшансовая вообще, в принципе, изначально тема играть против прота-паладина. Класс, который вы победить не можете ни при одном вообще, в принципе, исходе сценария. Вот вообще никак. Если против вас прота-паладин и вы милишник, вы проиграли. Все, забудьте. Особенно, если вы Блад ДКшник. Может, в анхолике там в гибриде еще как-то можно, соответственно, с ним потягаться. Хотя я сомневаюсь, если честно. То вот в Блад ДК шансов точно нет. Потому что все ваши тычки милишные парируются, блокируются. Короче, депеса очень много срезается. Прям огромное значение. Вот вы нормально пробить этого пацанчика не можете. При этом от прота-паладина просто с автоатак по вам залетает огромное количество урона. Это если не считать еще те, соответственно, способности, которые он может параллельно нажимать. Короче, ну я не знаю. У него просто есть все, чтобы вот эту дуэль выиграть. Убежать вы от него не можете. Соответственно, как-то, ну, я не знаю, замедлить его тоже бесполезно. Дотки он может подиспелить в случае чего. Пробить вы его не можете, а он вас пробивает и вот прям постоянно вот этим своим прессингом. Короче, я не знаю. Прота-паладина тут просто без шансов. Видите, можете ливать. Можете, конечно, попробовать. На самом деле, супер долгая арена в этом плане. Он меня должен был убивать гораздо быстрее. С одной стороны. Я еще неплохо держался. Но, соответственно, закономерное поражение здесь, ну, вообще никак, народ. Просто никак. Вот такой вот у нас на сегодня Наруд видос. Все мои аддоны, если вас интересуют, можете найти у меня в телеге, ссылка в описании присутствует. Если вас интересует дополнительный контент в виде гайдов на различные классы и спеки, это все у меня лежит на бусте. Но если вы решили залететь на какой-нибудь из сервачков, то также можно по моей реферальной ссылочке зарегистрироваться. На этом видос завершаю, народ. Всем удачи, всем прогрессив в PvP в PvE, всем на сегодня. Пока.